две матки среднерусской породы от известного матковода. Вот такой мини-семейка, мини-домик. Ну все, пора приступать к заселению. Вот, я и подсажу маточку. Аккуратненько. Ну, пчел немного, но даже они вот уже с другой стороны находятся в утеплительной перегородке. Так, на видео не видно. Значит, здесь я им сейчас их немножко дымом припугну, хотя в этом по большому счету и не было необходимости. Значит, здесь у них была кормовая рамка, ее всю выели. Вот. Я их верну. Также пчелкам я давал 400 мл сиропа. Абсолютно все съедено. Так, ну и поехали, смотрим. Значит, к утеплителю постоянно приклеивают. Вот. Ну, не знаю, как тут видно. Вот она рамочка. Вот таким вот образом тут еще не вышел расплод. Я вижу открытый расплод. Вот здесь закрытый расплод. Ну, на момент, по-моему, да, это расплод уже вот этой семьи. Хотя не знаю, нет, наверное. Значит, это расплод еще от предыдущей семьи, от которой я забирал. Так, не вышел. Вокруг него открытый расплод. Здесь очень много открытого расплода. Здесь то же самое, много червы. Маточки пока не вижу. И последняя рамочка. Так. Вот здесь есть немножко напрыска, может они сюда сироп сложили. Да, скорее всего, сложенный сироп здесь. В общем, маточка, вон она там, я вижу. Она сползла с рамки, ползает по стенке улья. Ну ничего. Значит, что здесь? Составляю обратно, и для этой семьи я приготовил вот такую вот рамочку. Тут немножко пчел, но они не помешают, это ульевые пчелы. А здесь вот пчелки на выходе. И вот это вот скоро все тоже выйдет. Вот, поэтому я ее вставляю в середину, потому что известно, что печатный расплод, он очень чувствителен к температуре. Так. Но эту рамочку я, пожалуй, таки оставлю, хотя вон она испортилась уже. Но ее я пока оставлю. И утеплитель. Все, вот таким вот образом. Ну, смелые 2-3 улочки есть уже. Уже семья. Уже хорошо. Во второй семье среднерусских пчел дела обстоят несколько иначе. Они также получили 400 мл сиропа. Но больше я им давать не буду. Пусть сами решают свои вопросы. Вот, но особенность этой семьи в том, что она была очень слабенькая, и мне пришлось поставить 2 рамки с расплодом и обсиживаемыми пчелами, а маточку, соответственно, заново заковать в клеточку. Ну вот сейчас посмотрим, какая ситуация здесь. Значит, вот такая семейка. Значит, уже на, получается, 4-й улочке. Ну, где-то здесь тоже 2-3 улочки сила. Так и есть. Так, ну, надо посмотреть. Значит, здесь у нас пчелки. Видимо, эта рамка была с кормом. Они за неделю-то все съели. Ну, даже чуть побольше. Вот это вот клеточка, в которой была маточка. Канди-то, я вижу, съели. А вот увижу ли я саму маточку живой, это вот вопрос. Сейчас вот посмотрю. Так. Ну, пчелы ведут себя относительно спокойно. Да, кстати, здесь вот есть напрыск.
Вот. Есть, вижу, свежий засев яички, но пока я не увидел, самого главного, пока я не увидел маточки. Ну, здесь обычные пчелы. Так. Ладно, потом. Значит, ну, здесь, да, здесь есть засев. Вот, я вижу маточку. Маточка номер 54. Она жива и здорова, то есть с ней хорошо. Ее выпустили. Вот она бегает. Молодец. Так. Ну и, соответственно, сюда тоже надо поставить рамку с расплодом. Вот таким вот полумесяцем он выходит на выходе. Возможно, еще за заставную надо поставить им с кормом. Что здесь явно корма не хватает, а без этого не достичь высокой яйцекладки матки. Это понятно. Или, может быть, сахарным сиропом подкормить. Ну, что-то, в общем, надо будет делать, чтобы решить проблему кормов. Все, девочки, закрываемся.